Амазонка. Величественная река. Самая полноводная на Земле. Протекает она по Южной Америке. В бассейне реки раскинулся и самый большой в мире влажный тропический лес. Температура воздуха круглый год находится в диапазоне от плюс 25 до плюс 28 градусов. И даже ночью не опускается ниже плюс 20. К тому же здесь очень часто идут настоящие тропические дожди. Такой климат способствует появлению огромного количества уникальных видов растений и животных. Здесь обитает самая удивительная змея на планете – анаконда. Она огромна. Из-за своего массивного тела она почти все время проводит в воде. Иногда анаконда выползает на берег, чтобы погреться на солнышке. Бывает, что она даже забирается на нижние ветви деревьев. Одним из любимых лакомств анаконды является капибара, самый крупный грызун на планете. Размером он может достигать более метра в длину и весом под 60 килограммов. Одна такая особь надолго утолит голод анаконды. Обычно змея охотится из засады, но уж больно лакомые кусочки пасутся неподалеку. Она не спеша подкрадывается к ним, стараясь не шуметь, чтобы не спугнуть. Быстрая атака, и капибара в цепких объятиях анаконды. Змея обвивается вокруг жертвы и сильно сдавливает ее. Настолько, что животное не может дышать и умирает от удушья. Затем змея начинает заглатывать грызуна целиком. Проглотив жертву, анаконде нужно какое-то время спокойно полежать, чтобы переварить пищу. В такие моменты выглядят они особо огромными. Но не всегда им удается спокойно переварить пищу. Вездесущие люди могут помешать этому событию. Например, эта анаконда съела нечто настолько большое, что ее тело раздулось, и она даже не смогла занырнуть в глубину, чтобы спрятаться от рыбаков. Люди, естественно, этим воспользовались и даже потаскали ее за хвост. Видно, что анаконда имеет невероятные размеры. Измерить ее, конечно же, не удалось, но змея очень большая. Ну а вот эту анаконду измерить удалось. Она была необычайно огромна и сильна. 4 взрослых мужчин с трудом смогли вытащить ее на берег. Там они ее измерили, и результаты поражают. «5 метров 70 сантиметров». Питон – это одна из самых больших змей на планете, по длине даже превосходящая анаконду. Он славится хорошим аппетитом и способен проглотить практически все, что угодно.
Этот скальный питон вышел на охоту. Он еще молодой и только учится, как правильно хватать жертв. Конечно, тренироваться нужно на чем-то маленьком, и он заметил грызуна. Мышка пуглива и убежит при малейшем шорохе, поэтому питон крадется беззвучно. Удар был хорош, питон сделал все правильно. Но у него есть проблема. Его зубы еще недостаточно большие и не могут удержать жертву. Он пробует снова и снова. Но результат тот же. Прошло немного времени, и питон снова выходит на тренировку. Его зубы немного подросли, и настало время опробовать их в деле. Точная атака и мышка в цепких зубах. Питон обвивается кольцами и приступает к поеданию добычи. Чем больше размер змеи, тем на более крупную жертву они ведут охоту. Этому скальному питону 8 лет, и за эти годы он прекрасно научился охотиться. Он плохо видит, но хорошее зрение ему не требуется. Чешуйки на его губах имеют термочувствительные рецепторы, и он различает жертв примерно вот в таком виде. Эта жертва слишком маленькая, эта слишком большая, а это в самый раз. Кролик пришел на капустное поле, чтобы полакомиться, но капуста – это идеальное укрытие для питона. У кролика отличный слух, не зря у него такие большие уши. Но питон двигается бесшумно. Быстрый бросок, и через минуту кролик оказывается в желудке змеи. Взрослый скальный питон может вырастать до 6 метров в длину. Он хорошо лазает по деревьям и отлично плавает. Для таких крупных особей и добыча должна быть соответствующей. На водопое ему удалось поймать антилопу. И теперь он начинает сжимать ее в своих смертельных объятиях. С каждым выдохом антилопы кольца сжимаются все сильнее. Вскоре жертва не сможет дышать и умрет от удушья. Затем питон начнет заглатывать жертву, начиная с головы. У змеи сильный желудочный сок, который переварит все без остатка. Плотно покушав, змея может не есть около года. Помните, в фильме «Дрожь земли» были огромные черви, передвигающиеся в песках? Также подобные черви, только еще большего размера, присутствовали и в фильме «Дюна». А что если я вам скажу, что на нашей планете имеются существа с подобным способом передвижения? Арабский песчаный удавчик большую часть времени проводит, спрятавшись в песок. Так он спасается от палящего днем солнца, и лишь ночью он выползает, чтобы поохотиться. Удивительно то, насколько быстро эта змея может скрыться в песках. Арабский песчаный удавчик способен спрятаться не только в песках. Рыхлая почва тоже сгодится.
Вот откуда черпали вдохновение создатели фильмов про огромных червей, живущих в песках. Арабский песчаный удавчик – небольшая змея, длиной до 38 сантиметров. Она не ядовита и абсолютно безопасна для человека. Обитает в песчаных пустынях Аравийского полуострова, много их в Саудовской Аравии. Переносимся в пустыню на юго-западе Америки. В этих выжженных солнцем песках живет еще одна необычная змея. Рогатый гремучник – один из видов ядовитых гадюк. Она передвигается боком и не скользит по песку, а как бы шагает. Причем скорость такого передвижения велика и может достигать 25 км в час. Передвигаясь таким образом, змея обеспечивает себе меньший контакт с раскаленным песком пустыни. Несмотря на свою огромную скорость передвижения, гремучник не способен догнать местных ящериц, их излюбленной добычи. Поэтому гремучник закапывается в песок в местах обитания этих ящериц. Начиная с хвоста, вскоре он почти полностью скрывается в песке. Только его глаза остаются нескрытыми. Гадюка ждет. Ящерица останавливается как раз в том месте, чтобы съесть мошку. Это большая ошибка. Ящерица – это не только еда, но и важный источник воды, так необходимый в пустыне. Поев, змея закапывается в песок, чтобы переварить пищу. Эта крысиная змея находится на охоте. Она вырастает до 2,5 метров в длину и относится к семейству ужеобразных, а поэтому не ядовита. Змея заметила мышь и уже почти добралась до нее. Однако в этом лесу, совсем рядом, охотится и другой, более ужасный хищник. Королевская кобра. Из всех ядовитых змей она самая большая и способна вырастать в длину до 5,5 метров и даже более. При укусе она выпрыскивает огромное количество яда, которого хватило бы убить 20 человек. Или, например, убить самое большое существо в этих джунглях – слона. Она отлично лазает и забирается на дерево, чтобы сверху присмотреть себе жертву. Вот она. Другие змеи – это любимая еда королевской кобры. Тем временем крысиная змея почти добралась до своей жертвы и готова атаковать. Но неожиданно перед ней предстает сама королева змей. Королевская кобра наносит атаку и вцепляется зубами в противника. Яд начинает быстро действовать, и крысиная змея засыпает. Кобра начинает поглощать еду. Ее зубы направлены назад, чтобы было легче заглатывать добычу. Эта змея действительно выглядит по-королевски. У нее настолько сильные мышцы, что она способна подниматься на высоту 1,8 метра. То есть она может заглянуть взрослому человеку прямо в глаза, прежде чем убить его. Обитает королевская кобра в тропических лесах Юго-Восточной Азии, в таких странах как Индия, Бангладеш, Индонезия, Филиппины. Кобра – одна из самых ядовитых змей. Она наводит страх на всех обитателей в округе. Иногда она заползает на чужие территории.
И их обитатели, несмотря на страх смерти, всеми способами пытаются защититься. Сурикаты окружают змею, дезориентируя ее. Несмотря на повышенный иммунитет к яду змеи, кобра представляет смертельную опасность для сурикатов. Но их много, и змея в растерянности. Понимая всю безысходность, она отступает. Эта капская кобра слишком близко подобралась к детенышам белки. Мама бросается на защиту. Ей обязательно нужно отогнать змею. Белка вступает в смертельную битву. Змее особо нет дела до нее, и белка безнаказанно кусает кобру несколько раз. Однако укол травинки сильно напугал белку, и та отступает. Неподалеку пробегал мангуст, главный враг кобры. Змеи – любимые лакомства мангуста. Это битва реакции и скорости. Мангуст кружит вокруг кобры, ослабляя ее бдительность, но сам он всегда начеку. Здесь он совершил ошибку, подойдя слишком близко. Этот мангуст не был слишком голоден и решил просто отступить. В тропических джунглях Африки обитает, пожалуй, самая необыкновенная из всех ядовитых змей – габонская гадюка. Для змей она очень толстая и тяжелая. У нее треугольная голова с огромными клыками в пасти. Они настолько большие, что просто не умещаются во рту, и змее приходится подгибать их. Но главная странность этой змеи – это способ ее передвижения. Она двигается по прямой, как паровозик, и скорость такого передвижения очень низкая. Чтобы поймать жертву, габонской гадюке приходится затаиться и ждать. Порой она часами может находиться без движения. Ее камуфляжная раскраска делает ее практически невидимой на фоне опавших листьев. Несмотря на свою медлительность, атакует она молниеносно. Но одним грызуном не наешься, нужна добыча покрупнее. Эти птицы гораздо больше. Нужно лишь дождаться, когда они подойдут поближе, а ждать гадюка умеет. Удар нанесен, и яд уже начинает свою работу. Змея не спешит и лишь разминает челюсть в предвкушении предстоящего обеда. Когда все кончено, змея оттаскивает тушу в безопасное место, чтобы проглотить ее. В Африке есть 4 вида мамб. 3 из них зеленые, красивые и ядовитые.
Но четвертая превосходит их. Она очень агрессивна, невероятно быстра и крайне ядовита. Названа так в честь своей черной пасти. Змея одинаково хорошо чувствует себя как на деревьях, так и на земле. По меркам ядовитых змей она огромна, вырастает до 3 метров в длину и очень быстра, развивая скорость свыше 11 км в час, на коротких дистанциях до 19 км в час. Яд черной мамбы очень токсичен. Его хватит, чтобы убить 10 человек. Он действует быстро, и если не ввести антидот, человек умрет. У змеи почти нет естественных врагов. Никто не хочет связываться со столь ядовитым существом. Кроме мангуста. Этот маленький зверек – настоящий охотник на змей. Он быстр, ловок и хитер. Он кружит вокруг змеи, изматывая ее. Ни одна ее атака не достигает цели. Даже если змея укусит мангуста, то не причинит ему особого вреда, так как в процессе эволюции у мангуста выработался иммунитет к яду. Это конец. Мангуст быстрым движением прокусывает позвоночник ниже затылка. Змея еще жива, но практически не может шевелиться. Мангуста теперь ждет очень сытный обед. Награда оправдала риск. На этом канале вы увидите короткие интересные ролики из мира животных. Если нравится подобный контент, то подпишитесь и посмотрите другие ролики на канале.